Всем привет, народ! Ну что, настал момент, когда уже надо бы и начинать ту самую террасу. Хотя просто изготовление террасы это не назовешь. Тут как бы комплекс, покраска мастерской, изготовление террасы. И не просто террасы, а до самого нуля получается. Чем, в принципе, с этого нуля мы сейчас и начнем. Отметка 0 находится на моменте изготовления свай. Очень страшно, очень непонятно. Естественно, я делаю это впервые в жизни. К сварочным работам я подготовился, взял, вернее, заправил баллончик углекислоты. И вот, наверное, с чего вам точно нужно начать повествование и вот этот рассказ, так это с вот этого набора. Все началось непосредственно с него, когда я перешел к поискам свай, установки свай, то есть хотел, грубо говоря, заказать для начала, потом понял, что, снова дороговато все это получается, ну, как и в первый раз, соответственно, было. И подумал, почему бы и нет, терраса, не столь ответственная история, да, имеется в виду сваи под террасу, нежели сваи под целый дом, поэтому я решил изготовить их сам и закупил на маркетплейсе вот такие наборы. Оголовок уже окрашен, скажем, хреновенько, но хотя бы защита есть, уже хорошо, неплохо. Это наконечники, как вы понимаете. Труба 57-я. 57-я труба уже закуплена, я вам ее показывал, она у меня там. Вот, все это, я так понимаю, газорезкой какой-то, что там, чем там. Ну, это причем на станке даже, по кругу, видимо, крутит все это дело. И нарезает вот такие вещи. Нужно будет это дело сжимать, разжимать, варить и приваривать к трубе непосредственно. И сама лопасть, конечно же, да, 3,5 миллиметра. Даже может быть и 4, кстати. Хрен его знает, сколько здесь. Ну, достаточно такая немаленькая. Толщина хорошая, да. Лопасть 200 миллиметров. 200-очка, наконечники и оголовки. Все, больше в принципе ничего не надо. Вот такими. Архаровец. Ханзик, ты что залетел? Газонокосилку хочешь? Ладно. Так. Да, везде толщина одна, кроме вот оголовка. На оголовке тут 2 миллиметра точно толщина. Но, сами понимаете, это всего лишь опора, как бы, такое, ни туда, ни сюда. Так вот, я все это к чему? Все это дело было закуплено на маркетплейсе и очень даже недорого. Комплект 20 штук, то есть имеется в виду 20 наконечников, 20 лопастей, 20 оголовков, мне вышли в 9000 рублей, что вполне себе недорого. Труба 57-я, без доставки, мне встало, по-моему, что-то, да не по-моему, а 23 тысячи рублей. Итого, что там туда-сюда, 32 получается. Зашел, посмотрел у местных, скажем, мастеров, да, кто ставит, устанавливает сваи. Ну, это все вместе, грубо говоря, с доставкой. Выйдет мне все это порядка от 150 до 180 тысяч рублей. То есть 20 штук свай мне нужно. 16, нет, не 16, 14 установить возле мастерской. И 6 штук еще к дому прислюнявить необходимо. Вот, и это, ну да, как вы понимаете, цены в 57-й трубе. То есть не 108-я, не 100, не 70 какая там и так далее. Короче, всего лишь 57-я труба. Вполне себе, очень неплохо все это дело выглядит. Поэтому я решил, конечно же, сам все это дело изготовить. Ну, почему бы и нет, время у меня есть. Желание тоже. И желание, конечно же, сэкономить. А кто же не хочет? Поэтому начинаем. Ну и, конечно же, красить тоже буду сам. Краска есть, все есть, вообще абсолютно есть все. Если, кстати, к вопросу о том, как я буду это все дело забуривать, я покажу вам потом, как я буду это делать. Приступим.
что скажете? Вот где-то так. Очень даже на все это дело похоже. Угу. Вот так вот сейчас ее и подварим. И должно быть окей. Все, сейчас очень много обвара надо. Ну что, первый-то готов. И, как по мне, в целом очень даже неплохо все это дело выглядит. И вроде бы, я уверен даже, наверное, где-то, что это надежно. Ну, вот такой вот первенец. Качество швов вы уж, конечно, извините. Угу. Здесь это все были прорези. Не думайте, что я баловался и игрался, какой-то фигней занимался. Нет, нормально все. Мне самому нравится. Я вот еще думаю, есть ли смысл затачивать вот это вот начало, заход. Наверное, нет. Фигня это все. Ну, вот такие дела. Сейчас вообще попробую на телефоне секундомерчик включить, посмотреть, сколько уходит времени на одну сваю. Ну и начнем. Начинаем по секундомеру. Вам я, конечно же, таймлапс включу. А там увидим, насколько это все ускорим, как это дело будет выглядеть. Пока неизвестно. Время уже идет. Так, готово. Обрабатывать ничего не стану. Сколько времени? 14 минут заняло изготовление вот этой сваи, одной штуки. В целом, что, 15 минут получается, ну, плюс-минус. Я здесь больше, наверное, на качество шел. Скорость меня вообще не интересовала. Самое главное, как следует приварить наконечник и лопасть. Я думаю, что с этим я справился. Лопасть, наконечник. Если думаете, полуавтомат плохо прогревает, нет, этот автомат у меня все хорошо делает, хоть он и прям абсолютно дешманский, но, блин, я его настроил прям четенько, все как положено, все в инии. Е-мое, жарко, душно, все прям вообще, да походу вон еще дождик подходит все-таки. Не знаю, насколько сегодня хватит. Но что-то я должен сделать однозначно. Ну, что-то две-то уже сделал. Поэтому продолжаем, а там видно будет. Закончу не сегодня, так завтра. Делов. Я не тороплюсь. А вот и гроза.
о которой я говорил. Так неохота. Скругляться неохота. Вообще все шансы доделать сегодня. Просто изи были. Короче, я пока не поздно буду сворачиваться, а то потом будет поздно, да? Масло масляное. Короче, я вспомнил еще, что я вас обманул. Сказал 20 свай. Какие 20? Это 20 комплектов у меня, а свай у меня 17. Но если быть более точным, одну из палочек вот этих вот я еще трогать не стану. То есть мне еще одну четверку сделать. Это все 4-метровые, это 3-метровые. Четверку я оставляю. Прям совсем потом я сделаю из нее 2-метровую. Ну, то есть 2 2-метровки будет. И делать тоже, скорее всего, буду прям совсем потом. Мне осталась вот 1 четверочка. И еще так, что тут 3, 6 и 8 труб сделать по времени. Я, кстати, даже не выключал секундомер. И смотрим. Я уже и перекур сделал 2 раза, причем уже сходил за рифтамидом, побрызгался, а то мухи, комары что-то поднадоели. Короче, прошло 2 часа. 7 штук. 7 штук из необходимых, ну, как я и сказал уже, вы поняли, короче, это вообще ни о чем по времени, ну, еще плюс покраска, короче, за день реально сделать было все эти сваи. И на сегодняшний день, наверное, уже не получится это все доделать, потому что, ну, в прогнозе стояло, да, и гроза, и дождь, и всю ночь будет идти. А вот завтра уже должно быть все хорошо. Соответственно, завтра встретимся на этом же месте и закончим уже изготовление этих свай. Вообще все быстро, все легко, все и просто достаточно. И это вот 2 часа без учета первой сваи получается. Но я повторюсь, да, то есть уже и походил и туда, и сюда, и Собакевича поймал, в дом затащил. Короче, больше бородил, чем что-то делал. С каждой сваей все быстрее получается, поэтому вообще ничего сложного здесь нет. Вполне себе легко. Чудом успел забежать. Хлынуло конкретно. Только прям забежал. Ну, это нормально. Теперь точно до завтра. Ну что, вот и утро, вот и следующий день. Да, дождик знатно поливал всю ночь. Сегодня, если честно, обещали прям совсем солнечный денек. Я его не наблюдаю. Тут-то было, да? Как будто бы типа еще что-то сегодня хочет взбрызнуть. Но мне как-то пофиг, я, короче, сегодня стопудово все доделаю. И более того, я очень хотел бы сегодня все это дело покрасить. Потому что прогноз, по крайней мере, показывает, что 2 дня без дождя, то есть сегодня и завтра, соответственно, надо по бырику уложиться, все это сделать. А там уже, когда я их буду, грубо говоря, устанавливать, эти сваи, какой будет день, уже не важно. Хотя по сырому в землю тоже такое себе неприкольно, мне кажется. Опыта у меня в этом, конечно же, нет. Земля, конечно же, мягче, поинтереснее, наверное. Но, блин, не хочу месить эту фигню. Какие-то просветики есть. Небольшие, но есть. Ладно, еще всего лишь утро. Там видно будет.
вот и распогодилось. Хорошо. Очень хорошо. Только что жарко. Ну, уже набомбил. Время 11 утра. У кого дня, у кого утра. В общем, осталось совсем чуть-чуть. То есть 5 штучек. 4 здесь, 1 здесь. И вот эти уже зафиксированы. Кстати, да, если кто думает, что вот этот шов, грубо говоря, наконечника и трубы единственный лишь, нет, ничего подобного. Я еще вот такие плюшки делаю огромные с двух сторон, друг против друга. Да, ну, своего рода усиленные швы, чтобы, если что, вдруг не сорвало, если гнить начнет или еще где-то как-то, ничего никуда не делось, не съехало. Да, на мою жизнь вообще с лихвою хватит. Вы бы видели, что продают на том же маркетплейсе, да и в целом вообще везде, где продают, это прям капец какой-то. Если вы думаете, что мои швы ужасные, то абсолютно это не так. На Авито я посмотрел, там прям ужастики показывают, так что это еще вполне себе. Я, если честно, мне кажется, думаю, что очень сильно заморачиваюсь, даже прям вот все залепляю, все вот это прям конкретно завариваю. Ну да, кто-то скажет, засираю, но нет, я думаю, что получается очень даже неплохо. Во всяком случае, мне нравится, под мою ответственность. Все классно. Ну что, готово. 18 свай. Ну, их типа 17. Вот эту 4-метровку я сделал с двух концов. Обварил, имеется в виду. Я ее просто разрежу пополам. Мне нужны 2 2-метровые. Время 2 часа дня. Я сегодня начал в районе 11. Ну, там чуть раньше. Окей, возможно, в 10:30. 2 часа, 10:30, итого 3,5, и вчерашние, ну давайте возьмем 2,5, итого 6 часов без малого, абсолютно без малого, рабочий день 18 штук, то есть в целом за день 20 можно, это прям вообще с какими-то там перекурами, отдыхами, все как положено. Здесь у меня даже проволока кончилась, менял. Супруга приехала, ей помогал, пока встречал туда-сюда. То есть, ну, как бы, блин, время вообще в день можно и 30 бахнуть, я в этом уверен. Ну, типа, если прям работать. Вполне себе. У меня время, как я уже сказал, 2 часа, соответственно, у меня еще куча времени для того, чтобы подготовиться и все же покрасить сегодня эти сваи. И пусть они лежат, отдыхают, краска набирает силу, и дня через 2-3 приступим к закручиванию, завинчиванию этих самых свай. По-моему, охрененно вообще все получилось. Супруга подошла, говорит, да, ну нафиг, такие же, как и нам закручивали, ну типа под дом. Ну, да, прикольно, круто. Ну все, сейчас маленечко передохну. И надо готовить какой-то мостик, сдвоенный мостик, чтобы я мог уложить их и катать во время покраса. Ну и пока остынут к этому времени. Нормально. Сейчас пока приберусь.
Вот и все. 18 свай одним днем. Я бы сказал, реально, одним днем. Не считая вчерашнего вот этого косяка с этим дождем, что мне пришлось свалить. Вполне себе за один день делается абсолютно все. Если выйти в 9 утра, с обеда уже ты все это дело красишь. Единственное, я вот тут испсиховался сейчас. Все оригинальные прокладки, которые вот здесь идут, они сменные, ну как расходник, грубо говоря. Их просто берешь и выкидываешь после каждого покраса. Они у меня благополучно закончились, и я заказал, в кавычках, оригинальную. Нет больше ничего оригинального. Это Bosch. Классный пистолет. Был и есть, а вот прокладок больше нет и вряд ли будут, потому что я ее поставил, буквально начал красить вот те сваи. Первая же замена, ну имеется в виду доливка краски, я увидел, что прокладка просто напрочь раскисла, как вот бумажка просто, и растворилась. Все, ее там, можно сказать, и нет. Если оригинальных мне хватало надолго, я их мог помыть и использовать дальше, а дай бог этому пистолету уже 8 лет, и в комплекте было всего 3 прокладки, и я ни разу не покупал, то в этот раз вот все, они как бы уже закончились, и пришлось купить. 300 рублей на секундочку, типа оригинал, других никаких вообще нет в помине. Получается, что это заменитель, аналог, но он хреновый. А есть на этот аналог еще другой аналог за 100 рублей. Боюсь вообще представлять, что там за говнище. Короче, ладно. Изверг недуг такой, да. Короче, все получилось. Увольнение. Все классно. Надо только пистолет помыть. И все. Вот они. А про прокладку, да, херня такая, что прокладка, когда идет нахрен, пистолет начинает капать, лить. Льет он непосредственно вот из этой части. Да что, я вам сейчас покажу, что там произошло. Вон она, раскисшая хреновина. Все, она не держится даже в ободе, где и должна быть на самом деле. Там вот она еще сейчас застряла. А то каждый раз открываешь, она просто вываливается. Дичь. Ну все нормально. Уже хрен с ним, все получилось. Все, 18 свай, вот они, все здесь. Пусть лежат, отдыхают, высыхают. Я пережидал какое-то время, переворачивал. Да, где-то будут косячки, полосочки, вот это вот все. Ну, я уже думаю, буду подкрашивать, когда буду непосредственно их забуривать. Нормально. Мне нравится. 57-я труба, казалось бы, типа худенькая, но нет, она достаточно такая, знаете, серьезная, короче, трубень. Еще и стенка 3,5 миллиметра. Что, все отлично. Вот эти все вообще прям ляльки. Хорошие, красивые, аккуратные получились. А дальше все, прокладка развалилась. Да хрен с ним, что. Здесь не столько эстетика, сколько вот важно, чтобы все было крепко, надежно и хорошо. Итог. Итак, что мы в итоге имеем? Мы имеем 18 свай, сваренных, покрашенных за один день. Хорошо, это замечательно. При их стоимости, если их будут закручивать, привезут и закрутят, порядка 180 тысяч рублей. 180, 170, окей, где-то такое, плюс-минус. Я называю эту стоимость, потому что знаю, о чем говорю. Потому что в ту стоимость, про которую я сейчас говорю, да, 170-180, это вместе с доставкой сюда, ко мне, в деревню непосредственно. А это нифига не близко к городу получается. Вот, я знаю, в какую стоимость мне крутили 108 сваи, в каком количестве и так далее. То есть там все это было тоже заложено, и там стоимость, конечно, куда больше была. И это было год назад, год уже прошел. А вы знаете, что год проходит, и ценнички у нас на 10-15%, а то и 20% бывает, подрастают. Вот. В итоге на сегодняшний день порядка 170-180 рублей, я еще раз повторяю, у меня
сэкономлено. Ну, сэкономлено, конечно, поменьше, потому что я все же потратил 23 тысячи на трубу. Труба 57-я. Это было 5 труб 12-метровых плюс 12 резов. Каждый рез тоже стоил каких-то денег. Не помню, что там, куда высчитывать. Но их было 12, да. То есть, ну, поделите там, я уж не знаю, 12 резов отнимите. А что отнимать? Ничего не понятно. Что от чего отнимать? Сколько стоил метр? Метр, ну, где-то, по-моему, 370 рублей. Я сейчас вообще, мне сложно вспоминать, особенно когда не знаешь. Сами понимаете, 32 тысячи рублей, как бы, вполне себе за один день. Я практически уверен, что за один день мы сможем все это еще и закрутить. Все. 400 рублей было потрачено на углекислоту, баллон. Сколько ушло проволоки сварочной, да хрен ее знает, не считал. У меня в сварочнике вот проволока стояла, и стояла она там много-много лет, и вот только сейчас кончилась хорошо. Я в прошлом году предусмотрительно купил одну бобину, да, она у меня просто лежала уже целый год. Я думал, она закончится еще в момент, когда я буду укосины на сваи под дом варить. Вот, в итоге кончилось только здесь, и то на предпоследней свае буквально. Вот. Все, краска там вообще, что там, 1500-2000, еще закладываем, хрен с ним, давайте вообще на все закладывать, предположим, 35 тысяч рублей мне это встало против 180, да, по-моему, охрененно, день личного времени, вообще ни о чем. Вот они лежат, и еще денек. То есть, по сути, если 2 выходных взять, ну окей, даже в неделю, одну неделю поварили, собрали, сделали, на другую их закрутили. По-моему, охрененно вообще. Я думаю, что это еще не в последний раз я этим делом занимаюсь. Я практически в этом уверен. Я уж не знаю, буду ли я, конечно, под дом там 108-е делать или еще что-то, скорее всего, нет. А вот 57-е под всякие террасы или какие-то не супер тяжелые конструкции, не утяжеленные, имеется в виду, не нагруженные, что не буду их ничем подгружать сверхъестественным, да и точность особая не будет требоваться, поэтому я буду делать только вот так, 100%. Охрененная тема, всем советую, всем рекомендую, если у вас, конечно же, руки из плеч, все нормально, да хотя бы просто ровные руки. Есть сварочник, есть еще что-то, есть, по крайней мере, как минимум желание, то все обязательно получится. В общем-то, как у меня, я вообще сверхрад, ну, если что, не брать вот только вот долбаную прокладку за 300 рублей. Слов нет. Короче, все, я мою пистолет, пошел в душ и отдыхать. Все классно получилось. Всем спасибо, кто смотрел это видео. Всем пока. В следующем видосе будем обязательно их закручивать и посмотрим, как это будет получаться. Все, пока.